Всем привет! Добрались-таки до последнего маслкара, который можно отнять у ботов и поставить в свой гараж. Дальше только покупать. Ну а нам что? Надо купить, купим. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь пойдет про Олбани Буканир. Машину следует искать в районе Дэвис и Ламеса. Причем там же можно найти вариант в цветах банды Баллас. А на Чемберлен-стрит и в ранчо в расцветках Family и Вагас соответственно. Кроме того, обычный Буканир спавнится на шоссе между Казино и Грейпсидом, а также на других дорогах от здания Нуб до карьера в Дэвис-квартце. Вот такой ареал обитания машины. А еще можно навестить Бенни. За ваши шекели он переделает Буканир в заказной вариант. Тайминга нет. В тестах используется Буканир в расцветке боссов банд. Внешне он немного отличается от обычного Буканира. Но только внешне, форсирование машины не проходило. Широкий, угловатый, с агрессивным дизайном и задиристо задранной кормой. Огромный капот, усмиряющий табун диких мустангов. Это седан. Или компакт. А может купе? Нет, Карл, это сама суть термина маслкар. Могучий, агрессивный и дерзкий. Но хотя бы внешне это так. Что там на самом деле скрывает капот, покажут тесты. Обилием тюнинга машина не отличается, но этого хватит, чтобы сделать внешний вид агрессивнее. Хотите больше? Добро пожаловать к Бенни. Он даст вам больше тюнинга, но придется раскошелиться. Давай, здоровяк, покажи всю свою мощь, лишь бы только она вся на грозный рев мотора не ушла. Но так ли это, мы узнаем только в конце трассы. Таки задний привод. Хорошо, что тут обошлось без креатива подсобного. Тормоза нельзя назвать плохими. Они довольно цепкие для маслкара. Плотный такой середнячок. Это хорошая новость. А где-то от зависти заплакала Бейрокота. Переходим к основному блюду – управляемости машины. Поворачивает Буканир с небольшой задержкой, а потом вообще ведет себя довольно вяло. Ну так попробуй крутить баранку без гидроусилителя, оно и понятно. На выходе из поворота заносит задний мост. Это типичное поведение для маслкара. Устойчивость в затяжных поворотах средняя, иногда машину может развернуть. Плоская змейка более-менее проходится нормально.
С амплитудной все заметно хуже, поворачиваемость у буканира на удивление хорошая, но даже это не спасает при быстром маневрировании, так как все портит занос заднего моста, который так и норовит унести корму вперед капота. Но это же маслкар. Его задача дико нестись по прямой и лихо вставать в виле. И как раз это буканир делает очень хорошо. Подвеска хорошо отрабатывает неровности. За счет этого машину может подбросить разве что на большой кочке. Езда по грунту довольно уверенная, но машину все же немного ведет из стороны в сторону. Очень харизматичный маслкар старой школы, да еще и бесплатный. К тому же есть варианты: гангстерские машины, тачка босса банд или заказной вариант. Есть из чего выбрать. Ездить на машине довольно приятно. Однако из-за значительной ширины в трафике двигаться не настолько удобно, как хотелось бы. И все равно это далеко не самый плохой вариант, если нужен маслкар, а денег нет. Для покатушек в сессии подойдет. Для гонок же лучше взять Yosemite, Гантлет Hellfire или пивной Доминатор. Было бы странным, если машина из трафика ломала бы через колено коллег с ценником около миллиона. Поэтому, если нравится, берите. Машина довольно годная. А на этом у меня все. Увидимся.